you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим крайне интересные трибридные внутриканальные наушники от компании Aizen Audio стоимостью $649. И приходят они в небольшой фирменной коробке с минималистичным оформлением, где лишь только тут на лицевой части имеется логотип компании. А здесь было указано название этой модели и ST80. И за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера диаметром 8 мм для воспроизведения мощных низких частот. Еще используются два арматурных излучателя от Sonion уже для средних частот, два арматурных излучателя от Nose для высоких частот и еще два электростатических драйвера от Sonion используются уже для ультравысоких частот. Но чувствительность составляет 110 дБ и они получили сопротивление 14 Ом. И на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих потрясающих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. 3 набора силиконовых амбушюр. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Ну и щеточка для чистки наушников и прищепка. Эти наушники довольно крупные, они были изготовлены из смолы с очень привлекательным оформлением лицевых панелей благодаря использованию стабилизированного дерева в сочетании с золотистым логотипом компании. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а тут рядом имеется небольшое отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей, так что проблем с драйвер-флексом у этих наушников нет. А вот тут на внутренней части было указано название этой модели, и благодаря использованию прозрачной смолы вы можете легко здесь увидеть абсолютно все используемые излучатели, как два динамических драйвера, так и 4 арматурных драйвера и конечно же два электростатических излучателя от Sonion. Но звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм. Единственное, жаль, что у него нету специально выделенного бортика для уже более надежной фиксации амбушюр. Как по мне, то было бы еще лучше, если бы он был. А вот с точки зрения комфорта здесь все в порядке, но нужно обязательно учитывать, что поскольку эти наушники очень крупные, то если смотреть на них со стороны сбоку, то они очень явно торчат из ушей. И как по мне, это точно не модель для людей с маленькими ушами. Но если у вас довольно большие или хотя бы более-менее средние уши, то думаю, это вас точно не побеспокоит. Ведь в целом звукоизоляция отличная, посадка очень удобная, и я могу использовать их в течение длительного времени, не испытывая абсолютно никакого дискомфорта. Да и стоковый кабель, что идет в комплекте у этих наушников, мне очень понравился. Если у вас нет возможности сразу приобрести что-то реально лучше, то можно его использовать без каких-либо проблем. Но если вы все же чувствуете, что хотите раскрыть их максимальный потенциал, то от себя я вам рекомендую приобрести такой кабель, как Penon Pyramid 6 стоимостью $419, либо Penon Pyramid 4 за $349, ну или Penon Apex за $219. И с любым из этих кабелей эти наушники уже звучат заметно интереснее. Но приобрести трибридные наушники Aizen Audio и ST80 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников вы найдете в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Aizen Audio и ST80. И первое, что сразу бросается в глаза, это достаточно выраженное усиление низких частот на 10 дБ с заметным акцентом в области мидбаса и с небольшим уплотнением в области нижней середины, за счет чего эти наушники звучат так очень насыщенно, плотно и массивно, с явно теплым характером. И честно говоря, они мне буквально сразу
напомнили о старой доброй олдскул настройке, характерной для таких АМ, как Phenom Quattro и Soundrime SR9. И на мой взгляд, между ними определенно есть некоторая связь, хотя все же EST80 звучат куда более современно и в какой-то степени свежо. И кстати, как видите, область верхней середины здесь менее подчеркнута, чем на моем таргете, и на слух это приводит к очень нейтральному и абсолютно неутомляющему звуку, за счет чего вокал и инструменты звучат естественно и без какой-то там излишней резкости, и это действительно крайне комфортная подача, идеально подходящая как раз таки для длительного прослушивания. Но вот единственная область, где я замечаю заметное упрощение, это высокие частоты, поскольку они тут постепенно спадают после 10 кГц, и это сразу дает нам понять, что EST80 это точно не АМ с ярким или резким звучанием, а модель со слегка притемненным, плавным и теплым характером. Да, конечно, это немного сказывается на прозрачности и воздушности, но зато делает звук комфортным и очень расслабленным. Ну, в общем, давайте не будем терять время и лучше обсудим, как все это будет уже ощущаться на практике. Низкие частоты в этих наушниках мощные, уверенные и в какой-то степени сразу задают характер всему звучанию, потому что бас здесь действительно ощущается фундаментом всей подачи. Сабас глубокий, плотный, объемный и с хорошим ощущением массы. Он звучит насыщенно и уверенно, но без какой-то излишней агрессии или давления, как, например, в TSMR Shock. А мидбас тут энергичный, очень сочный и по-настоящему пышный, с отличной динамикой и хорошим ощущением движения в музыке. А вот атака здесь не резкая, а такая, знаете, более плавная и естественная, за счет чего низкие частоты в этих наушниках воспринимаются так очень комфортно и музыкально. При этом затухание здесь слегка продолжительное, что добавляет басу такой дополнительной массы и делает его более цельным и супер насыщенным. Но да, друзья, я должен отметить, что из-за такого характера текстура низких частот здесь не самая прозрачная и не сверханалитичная, особенно если сравнивать с ASN и BC80. Но именно за счет этого EST80 звучат теплее, массивнее и более телесно. Бас словно наполняет музыку объемом и глубиной, создавая такую очень плотную и насыщенную основу. И знаете, что мне особенно нравится? Что несмотря на всю вот эту мощь и количество баса, он все еще остается достаточно собранным и музыкальным. Он не пытается как бы бесконечно давить на вас каким-то огромным количеством, а скорее создает очень приятное ощущение вовлеченности и ритма, из-за чего рок, электроника, хип-хоп или другие уже какие-то более атмосферные жанры слушаются так невероятно увлекательно. И в итоге бас EST80 получился действительно насыщенным, выразительным и физически ощутимым. Я думаю, что даже многие бас-хеды здесь точно останутся довольны. А вот средние частоты здесь сразу впечатляют своей пышностью, теплотой и насыщенностью. Подача здесь такая плотная, цельная и очень музыкальная, но при этом сохраняет хорошую естественность всего звучания, за счет чего вокал звучит плавно, мягко и очень натурально. То есть как женские, так и мужские голоса подаются комфортно, без резкости и без какого-либо намека на утомление уже даже при длительном прослушивании. И именно эта гладкость и цельность середины, на мой взгляд, являются одной из главных особенностей EST80. Да, это не самая сверхпрозрачная или аналитичная подача, поскольку здесь нет ощущения какой-то холодной мониторности или наоборот чрезмерного акцента на микродеталях, но в этом как раз и заключается весь смысл их настройки. Средние частоты здесь звучат так гармонично, тепло и очень естественно, что условно создают максимально такое комфортное для вас восприятие всей музыки, где инструменты подаются насыщенно, с хорошей плотностью и весом, а сама середина уже словно связывает низкие и высокие частоты в единый и плавный поток, из-за чего музыка воспринимается так цельно и очень органично. И особенно хорошо такой характер раскрывается в жанрах, где важна вам эмоциональность и телесность всей подачи. Джаз, соул, R&B, рок живыми инструментами или просто какая-то акустическая музыка. И все это звучит очень приятно и
вовлекающе, поскольку EST-80 не пытаются поразить вас какой-то сухой аналитикой, а вместо этого делают акцент именно на музыкальности, атмосфере и просто удовольствии от прослушивания. И в итоге именно такие средние частоты формируют тот самый теплый, комфортный и очень живой характер этих наушников. Они добавляют музыке глубину, насыщенность и эмоции, позволяя вам буквально раствориться в прослушивании и просто наслаждаться любимыми композициями часами без какой-либо усталости. А вот высокие частоты подаются очень комфортно, плавно и естественно, идеально дополняя теплый и насыщенный характер низких и средних частот. И первое, что я заметил практически сразу, это то, что здесь совершенно нету ни резкости, ни крикливости или ощущения искусственно подчеркнутой яркости. А наоборот, подача тут ощущается спокойной, зрелой и очень сбалансированной, благодаря чему эти наушники можно слушать действительно долго и вообще без малейшего намека на какую-либо усталость. При этом, друзья, я не могу сказать, что высокие частоты здесь отсутствуют или звучат вообще слишком упрощенно. Нет, тарелки, перкуссия и различные мелкие нюансы инструментов хорошо слышны, просто они подаются уже намного мягче и деликатнее, чем во многих более ярких и техничных АМ. То есть EST-80 явно не пытается удивить вас какой-то гипертрофированной детализацией или бесконечной воздушностью. Вместо этого они делают ставку на цельность, музыкальность и комфорт восприятия. И знаете, на практике, друзья, это уже работает действительно очень хорошо, поскольку высокие частоты здесь словно просто аккуратно завершают общую звуковую картину, не притягивая все внимание на себя и не разрушая теплую и плавную подачу этих наушников, благодаря чему музыка воспринимается очень цельно и естественно, и без ощущения, что какой-то диапазон просто начинает доминировать или перегружать ваш слух. Да, безусловно, если вы любите максимально такую яркую, сверхпрозрачную и аналитичную подачу с огромным количеством воздуха или микродеталей, то EST-80 возможно покажутся вам слишком спокойными. Но на мой взгляд, друзья, именно в этом и заключается их философия. Эти высокие частоты были настроены так не для того, чтобы как бы бесконечно демонстрировать вам безумную техничность, как у Archangel или IBC-80, а для того, чтобы вы просто могли расслабиться и наслаждаться музыкой часами. Ну и звуковая сцена в этих наушниках ощущается достаточно широкой, естественной и очень вовлекающей, но при этом она полностью сохраняет комфортный и плавный характер подачи, идеально дополняя общую теплую и музыкальную концепцию этих АМ. И первое, что я заметил практически сразу, это действительно хорошее разделение планов и очень понятная локализация инструментов. Каждый инструмент здесь занимает свое место в пространстве достаточно естественно и читаемо, а вокал располагается чуть ближе к слушателю, создавая такое приятное ощущение интимности и вовлеченности, но при этом совершенно не становясь каким-то навязчивым, как уже в более энергичных наушниках. И за счет этого музыку здесь очень легко воспринимать. Вы без проблем понимаете, где находятся барабаны, где играет гитара, где располагаются синтезаторы или различные какие-то фоновые эффекты. Но, конечно, в сравнении с ASN IBC-80 или вообще Denon Archangel, сцена здесь действительно ощущается немного более интимной и уже менее воздушной, поскольку EST-80 не пытаются создать огромную дистанцию между инструментами или какую-то чрезмерно открытую или легкую подачу, а наоборот они словно слегка приближают музыку к вам, создавая более плотную, атмосферную и эмоциональную картину звучания. И на мой взгляд, именно такой подход идеально подходит под общую настройку EST-80, потому что делает прослушивание таким максимально расслабленным, плавным и вовлекающим. И в итоге я пришел к тому, что звуковая сцена EST-80 очень удачно балансирует между шириной и интимностью. Возможно, конечно, это не самый огромный или сверхголографичный звук, который вы когда-либо слышали, но он ощущается очень цельным, естественным и невероятно комфортным для длительного прослушивания, позволяя вам одновременно наслаждаться как деталями, так и общей атмосферой музыкальной композиции, без малейшего ощущения усталости.
Но вывод у меня получился таков. ASN Audio и ST80 это действительно увлекательные и уникальные трибридные внутриканальные наушники, в которых комфорт, музыкальность и удовольствие от прослушивания ставятся выше сухой техничности или чрезмерной яркости. Да, конечно, это не самые воздушные или аналитические AM с драйверами EST, что я слушал, но в этом-то и суть. ST80 не пытается впечатлить вас искусственно подчеркнутыми деталями, а вместо этого они создают теплый, насыщенный и невероятно комфортный звук, в который вам захочется точно погружаться снова и снова. И вот в какой-то момент вы просто перестаете анализировать музыку и начинаете ею наслаждаться. И я думаю, что именно в этом EST80 действительно очень сильны. Конечно, это не совсем типичный характер звука для AM с драйверами EST, но если вы чувствуете, что это именно то, что вы давно ищете, то, друзья, я смело рекомендую вам их к покупке. Ну а все ссылки на покупку этих наушников и кабели для них будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.